Полустолбик с накидом на схемах изображается в виде вертикальной черты с перемычкой наверху. В вязании полустолбик с одним накидом выглядит следующим образом. Я сейчас продолжу вязать то же самое полотно, в котором я показывал, как вяжутся столбики без накида, и так будет нагляднее видно, как отличаются столбики по высоте. Следующим после столбика без накида по высоте является как раз полустолбик с накидом. Чтобы приступить к следующему ряду полустолбиками с накидом, нам нужно сделать 2 воздушные петли подъема. Если к столбику без накида хватало одной воздушной петли, полустолбик с накидом уже выше, поэтому выполняем 2 воздушные петли подъема. Раз и 2. И также то же самое, если вы будете начинать вязание с цепочки из воздушных петель, тогда последние 2 воздушные петли вам нужно будет отступить, и уже в третью по счету вы будете вязать. Как раз эти 2 отступленные 2 воздушные петли подъема дадут высоту для полустолбиков с одним накидом. Теперь разворачиваем наше вязание справа налево, делаем накид и выполняем полустолбик с накидом. То есть вот эти 2 воздушные петли подъема, которые я выполнил, они нам дают высоту для работы в следующем ряду. Соответственно, мы их пропускаем. И уже в сам следующий столбик, в третий получается, это первый столбик и третья косичка по счету от крючка. Раз, 2 и вот она третья. В нее выполняем. Я сделал накид. Вот таким образом снизу зацепил нить. И уже за обе косички мы вставляем наш крючок, вытягиваем нить. У нас получается 3 петли на крючке. И теперь все эти 3 петли вместе провязываем. Цепляем рабочую нить и все вместе 3 петли за один прием провязываем. Вот мы выполнили полустолбик с накидом. Опять накид, в следующую петлю также вставляем крючок, цепляем нашу нить, вытягиваем. У нас 3 петли на крючке, все эти 3 петли рабочей нитью мы провязываем. Опять накид, следующую, цепляем нить. Я вытягиваю нить примерно на высоту крючка, на толщину крючка, и провязываем. Накид, вставили крючок, вытянули петлю. И теперь через все 3 петли на крючке мы провязываем рабочую нить. Накид, вытянули 3 петли, провязываем все 3 вместе. Накид, все 3 вместе. Накид. И вот у меня остался один столбик. Давайте еще раз посчитаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И как раз 10-й столбик у меня в основании. Накид. И вот в последнюю косичку я вставляю крючок, вытягиваю нить, 3 петли на крючке, все вместе их провязываем. Для начала следующего ряда мы также выполняем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать до нужной нам высоты. Вот так выглядит полустолбик с накидом. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.